Ну что же, после такого эпичного начала ты, наверное, уже понял, что речь сегодня пойдет об игровых беспроводных наушниках Red Magic TVS Gaming Airbuds. Поставляется гарнитура в полностью черной прямоугольной коробке из плотного картона, внутри которой тебя встретит краткое руководство пользователя, довольно внушительных размеров зарядный кейс и очень необычной формы наушники. Не забыли здесь и про периферию. Зарядный кабель и сменные амбушюры также имеются в наличии. Последние, к слову сказать, выглядят очень странно. Признаюсь честно, решение на любителя. Мне такой форм-фактор для прослушивания музыки не подошел. Благо звуководы здесь стандартные и можно нацепить самые обычные амбушюры любого типа размера. В кейсе места предостаточно. Не могу не отметить еще один неприятный момент при смене заводских амбушюр. Дело все в том, что их крепление помимо насадки на звуковод имеет еще пару вот таких вот штырьков, на которые надеваются эти самые рога. И вот если применить свои любимые амбушюры, то эти штырьки могут в теории создавать определенный дискомфорт. Тут уже все будет зависеть от строения самой ушной раковины. Лично мне они нисколько не мешают. Зарядный кредл выполнен из матового пластика в форме вытянутого граненого шестиугольника. В лучших традициях игровых аксессуаров здесь все светится и мигает. На передней стороне расположен трехполосный индикатор заряда аккумулятора. 3 красных полосы покажут тебе заряд от 50 до 100%, 2 от 25 до 50% и одна полоса – это интервал от 1% до 25%. Внутри установлен аккумулятор на 500 мАч. Вес кейса с наушниками составляет примерно 59 грамм, а без 48. Каждый наушник весит 5 грамм. Габаритные размеры корпуса по длине, ширине и высоте это 84 на 41 и на 34 мм соответственно. Петля крышки пластиковая без доводчика. В открытом состоянии крышка хоть и не фиксируется, но и не люфтит. Закрывается плотно на магнит. На задней стороне под петлей встроено гнездо зарядки USB-C. Подключение наушников к смартфону происходит по открытию крышки кейса. При этом световые индикаторы как в самом кейсе, так и на наушниках начинают мигать до момента завершения сопряжения. За связь отвечает Bluetooth 5 версии. Сами наушники хоть и выглядят необычно, но по факту в ушах сидят очень удобно. Если тебе еще и амбушюры менять не придется, так вообще будет здорово. Вся их внутренняя часть выполнена из матового пластика, а снаружи имеется глянцевая вставка с логотипом, который в свою очередь во время работы наушников пульсирует светом. Разумеется, что кому-то это может не понравиться, но по факту так уж повелось, что игровые аксессуары обладают свойством светиться. Лично мне в данных наушниках вся эта история с подсветкой понравилась, тем более что логотип светится не просто так. У этой лампочки есть свое отдельное предназначение, о котором я расскажу тебе в разделе про управление функциями мультимедиа. Емкость встроенного аккумулятора каждого из наушников составляет 50 мАч. В моем тесте автономности на 100% громкости они отыграли у меня ровно 4 часа, так что здесь все по-честному, что бывает крайне редко. Результат очень даже хороший, учитывая, что громкость здесь не урезанная. Вообще, что касается звука, я был приятно удивлен. Знаешь, в моей голове бытует мнение, что если какой-то аксессуар называют игровым, то все прочие параметры, напрямую не касающиеся игр, будут чуть слабее, чем у обычных устройств такого же плана. С моим смартфоном наушники работают по аудиокодеку AAC, помимо которого еще доступен SBC. И вот непосредственно по AAC музыка звучит отлично. Есть глубокий объемный бас, хорошие средние частоты, да и верхушки не подкачали. Частотная картина прям замечательная. На уровне своей цены наушники звучат прекрасно. Также я не смог обойти мимо и микрофон. Я обычно редко комментирую его работу перед тем, как включить тест, но для игровых наушников он здесь очень даже хорош. И вот теперь я предлагаю тебе самому заценить его качество. Проверяем работу микрофонов в наушниках Red Magic от Nubia. Геймерские наушники. Вот таким образом звучат микрофоны в закрытой машине. Сейчас буду по традиции открывать окна и создавать максимум шума сквозняком. Вот так вот мне задувает ветер со всех сторон. И вот так отрабатывают микрофоны в этих самых наушниках.
можешь услышать сам и заценить их качество. Ну и по традиции второй тест с печкой. Сейчас буду прибавлять. Сейчас у меня печка немножко поменялась. Она теперь просто по максимуму выдает, когда крутишь, и все. Вот сейчас максимум выдувает мне печка, максимум тепла. И вот при таком вот шуме максимальном, который может мне позволить печка, ты можешь слышать, как отрабатывают шумодавы в этих наушниках. Вот таким образом это все работает. Управление функциями мультимедиа осуществляется тапами, но не по логотипу, а по средней части внешней стороны ножки. Сенсорная область находится там. Одинарный тап по любому из наушников во время воспроизведения музыки отвечает за плей-паузу, а во время телефонного звонка по данному действию можно ответить на вызов или положить трубку. Перемотка треков зашита на левый наушник. Двойное касание переключает трек вперед, а тройное назад. А вот тройной тап по правому наушнику отвечает за активацию игрового режима. В момент, когда этот режим включается, светодиодные логотипы сменяют свой цвет на красный. И вот здесь, на игровой составляющей, я и хотел бы остановиться поподробнее. В силу того, что данная гарнитура позиционируется производителем как игровая, я помимо стандартного теста в PUBG Mobile протестировал наушники еще в двух играх. Это шутер Standoff 2 и World of Tanks Blitz. Для начала я бы хотел отметить тот факт, что немалую долю оптимизации для игр с беспроводными наушниками вносит сам разработчик той или иной игры, а производитель наушников только предоставляет в этих наушниках данную технологию. И вот по этой части непосредственно в PUBG Mobile полет более чем нормальный, в игре задержка минимальна. По моим замерам ее значение составило от 60 до 80 миллисекунд, что по современным меркам ТВС наушников очень даже хороший результат. А вот Standoff 2, к сожалению, подобной оптимизации не обладает. Оттого в своем тесте я получил задержку в разы больше, нежели в PUBG Mobile. Она здесь имеет очень большой разброс от 200 до 640 миллисекунд. Такой интервал обусловлен моими измерениями при применении различного оружия в ходе матча. К сожалению, не оправдала ожиданий и третья игра. В танках, увы, задержка близится практически к 1 секунде. Если быть точным, то в ходе матча разброс по отставанию звука составил от 600 до 800 миллисекунд. Таким образом, из всего данного теста можно понять, что если ты не играешь в PUBG Mobile, то и смысла покупать себе данные наушники нет, ровно как и любые беспроводные наушники со встроенным игровым режимом. Пока разработчики не подгонят и не допилят свои игры под использование ТВС наушников, лучше оставаться на проводах. Что же до заявленных производителем в рекламных материалах 39 миллисекундах задержки в игровом режиме, то там есть отдельное примечание. Работает это все дело только со смартфонами Red Magic. Подтвердить этот факт или его опровергнуть я не могу, так как их смартфона у меня нет. Тесты я проводил на своем Mi 9 SE, ну а с результатом я тебя ознакомил. По стабильности соединения и работе наушников в целом могу сказать, что никаких проблем за все время теста я не обнаружил. Единственное, что не очень понравилось, так это работа датчика автопаузы. Он может сработать при вынимании наушника из уха, а может и нет. Было бы неплохо при таком раскладе иметь возможность его отключить вовсе в каком-нибудь фирменном приложении. Ну и подводя некий итог, что могу сказать. В целом наушники Red Magic получились хорошие, но подойдут далеко не всем. По крайней мере, для игры в PUBG Mobile купить их можно, если тебе нравится вся эта история со световыми эффектами. Ведь по всем остальным параметрам они проявили себя замечательно. Автономность 4 часа, хороший звук и, что характерно, работа микрофона здесь очень даже удивила. Но в любом случае чудес, как известно, не бывает. И если ты игрок со стажем, то беспроводные наушники пока точно не для тебя. Ну а на сегодня это все. Спасибо тебе за просмотр. Отдельно буду благодарен за лайк и комментарий. И увидимся с тобой уже в следующем моем видео. Пока-пока.